Всем привет, друзья! Огромное вам спасибо за поддержку. Нас уже 47 человек. Спасибо за ваши идеи и теории. Я внимательно читаю ваши комментарии и иногда добавляю фразы, имена и различные фишки, которые вы предлагаете в новые рассказы, как небольшие отсылки для внимательных слушателей. Ну а сегодня вас ждет новая история. Как всегда, перед началом советую надеть наушники. У этого рассказа особое звуковое оформление и аудиосопровождение. Приятного прослушивания. Сигнал из прошлого. Глухой надрывный гул старого автомобильного мотора, моторное шуршание шин по мокрому гравию, редкие тяжелые капли дождя мерно бьют по лобовому стеклу. Дворники скрипят. Время 2 часа ночи. Мы премся по какой-то заброшенной, полусгнившей просеке, где-то в 30 километрах от Карельской трассы. Вокруг только вековые черные ели и темень такая, что хоть глаз выколи. Старенькие фары моей Нивы едва пробивают этот черный туман, который наползает из низин. Если бы мне 3 дня назад сказали, что я подпишусь на охрану законсервированной радиорелейной станции в этой глуши, я бы покрутил пальцем у виска. Но легкие деньги, они такие заманчивые. Когда у тебя висит 2 кредита, и коллекторы начинают звонить даже твоей бывшей, ты соглашаешься охранять хоть черта лысого в его собственном пекле. «Дим, выключи ты эту свою шайтан-коробку, а? Надиктовывает он сидит. И без твоих мемуаров тошно, честное слово. У меня уже спина затекла в этом кресле, и шея не ворочается. Ты вообще уверен, что мы правильно повернули на развилке? Навигатор сдох еще час назад. Просто белый экран показывает. А у телефона связи вообще нет. Нет сети. Полный глушняк». «Правильно мы повернули, Вань, не ной. Тот мужик из конторы, Семёныч, нам на клочке бумаги карту рисовал, помнишь? Он ясно сказал: езжайте прямо по старой бетонке, никуда не сворачивая, пока не упретесь в ржавые ворота. Вот мы и едем. Бетонка под колесами есть? Есть. Хреновая, разбитая, но бетонка. Значит, не потеряемся. Тайга круг вокруг. Тут одна дорога». «Да уж, бетонка. Тут такие стыки между плитами. У меня ощущение, что у машины сейчас вся подвеска прямо в багажник высыпется. Слушай, Дим, а тебя самого-то не смутило? Почему они за обычную неделю дежурства платят по 30 тысяч каждому? Просто сидеть в будке, жрать тушенку и следить, чтобы местная алкашня кабель на цветмет не срезала. Не слишком ли щедро для развалин, которые 30 лет никому не нужны были? Нам же лучше. Радоваться надо. Контора государственная. Бюджет под конец года пилят. Сроки горят. Им нужно, чтобы по бумагам объект строго сохранялся, пока демонтажная бригада из Петрозаводска не приедет. Наше дело маленькое. Греть задницы у обогревателя, пить чай из термоса, да раз в 3 часа обходить периметр с фонариком. Чистый курорт на свежем воздухе. Ну да, курорт. Если этот периметр еще вообще существует. Слушай, почему? Тормози! Тормози, Дим, твою мать, впереди что-то есть, тормози! Звук резкого торможения, пронзительный скрип тормозных колодок, шуршание разлетающего гравия. Машина сильно клюет носом и останавливается. Звук работающего на холостых оборотах двигателя Нивы, дворники лениво и глухо трут стекло. Из тумана, точно огромный скелет какого-то доисторического животного, медленно выплывали железные ворота. Колючая проволока натяжения поверху давно провисла, покрылась бурой ржавчиной и обросла мхом. На покосившейся правой створке болтался старый советский знак «Запретная зона. Проход и проезд закрыт. Стреляют». Но самое странное, цепь, которая должна была намертво держать эти ворота закрытыми, была аккуратно, словно по линейке, перекушена толстыми болторезами и брошена прямо в грязь. Она даже заржаветь толком не успела. «Отлично, блин! Ворота открыты. Думаешь, мародеры тут орудуют? Придем. Там внутри стены голые.
и все вынесено под ноль. Или это Семёныч, когда 3 дня назад уехал с объекта, забыл закрыть. Ну-ка, Вань, посвети своим дальнобойным фонарем вон туда, правее ворот. Что там? Мать моя женщина, смотри, там будка сторожа. Окна вроде целые, не побитые, но... Дим, посмотри внимательнее. Они изнутри все наглухо заколочены досками. Толстыми такими, брусьями, крест-накрест. Зачем заколачивать окна изнутри, если ты уходишь и хочешь защитить будку от внешних хулиганов? Их же снаружи забивают. Чтобы местное варьё или филины стекла не побили. Говорю же тебе. Ну или чтоб сквозняка не было. Не накручивай себя. У тебя вечно воображение впереди паровоза летит. Выходим из машины. Надо ворота руками раздвинуть. Створки сошлись. На машине мы туда никак не протиснемся. Звук открывающихся тяжелых, скрипучих дверей машины. Нарастает внешний шум. Свист пронизывающего ветра в кронах деревьев. Далекое, глухое уханье совы. Плотная, липкая грязь громко чавкает под резиновыми сапогами парней. Ну и дубак тут. Нифига себе. А воздух? Чувствуешь? Какой-то он странный. Тяжелый, спертый. Хотя мы посреди леса стоим. И пахнет сыростью, гнилым болотом и гарью. Как будто проводка где-то коротит. Или пластик горит. Чувствуешь, Дим? На болотах всегда черти чем пахнет, Вань. Сероводород, гниение органики. Помоги лучше со створкой. Она намертво застряла в колее. Ну-ка, схвати снизу. Навались. На счет 3. 1, 2, 3. Громкий, надрывный скрип ржавого железа. Скрежет металла о бетонную крошку. Тихо, Дим. Стой, замри ты на секунду. Слышишь? Вань, ну не начинай, а? Опять твои приколы. Что я должен слышать? Ветер шумит, ветки скрипят. Нам работать надо. Мы замерзнем тут нахрен стоять. Да нет же. Прислушайся. Там как будто музыка какая-то. Очень тихо, далеко. Как из самой глубины территории объекта. Слышишь? Мелодия какая-то, старая, советская. Советский марш или детская песня. Слов не разобрать, но мотив знакомый. Это радио? Но откуда тут радио? Семёныч божился, что объект полностью обесточен уже месяца 3 как. Линию передач срезали. Вот и я про то же, блин. Откуда музыка? Может, тут живет кто-то уже? Бомжи обосновались? Сектанты? Или бродяги какие-нибудь беглые? Бродяги? Такой глуши. Не смеши мои подковы. До ближайшей жилой деревни 43 километра по непроходимой тайге через топи. Тут летом-то не пройти. А сейчас, в конце осени и подавно. Ладно, пошли обратно в машину. Заедем на территорию, там на месте разберемся. Но ты это, полезай назад. Достань из багажника монтировку. Тяжелую, черную. Так, знаешь, на всякий пожарный случай. Для моего личного успокоения. Звук шагов по гулкому, пустому бетонному коридору заброшенного здания. Лучи мощных фонарей выхватывают из темноты облупившуюся зеленую краску на стенах, раскиданные по полу пожелтевшие бланки, куски штукатурки и старую советскую мебель. Мы решили устроиться не в заколоченной будке у ворот, а в самом административном корпусе, мрачном двухэтажном кирпичном здании, которое стояло у самого подножья огромной 100-метровой радиовышки. Вышка уходила стрелой прямо в черное небо, а ее тросы-растяжки гудели на ветру, как струны гигантской виолончели. Здесь в корпусе хотя бы крыша не текла. Нам крупно повезло. В диспетчерской на первом этаже стоял старый, но рабочий дизель-генератор. Я поковырялся в его стартере минут 20, залил солярку из канистры, дернул трос и, о чудо, под потолком тускло, в пол накала, загорелась пара пыльных ламп. Появилось хоть какое-то подобие уюта и цивилизации. Если, конечно, уютным можно было назвать место, где углы покрыты мохнатой черной плесенью, а из мебели только продавленный диван да колченогий стол. Ладно,
Со светом хотя бы не так стрёмно. Веселее как-то. Но та музыка у ворот, Дим, я ведь не сумасшедший. Я ее слышал. Я сейчас ходил проверять. Там на столбе у входа старый советский матюгальник висел. Колокол такой железный, старый. Так вот, он мертвый. Провода у него обрезаны и торчат в разные стороны. Они заржавели уже лет 10 назад. Откуда тогда шел звук? Как мы его слышали? Обычная акустическая иллюзия, Вань. Ветер гуляет в пустых металлических конструкциях огромной вышки. Там куча перекрытий, дыр, полых трубок. И не такие звуки может издавать на стыке частот. Завывает в трубах, резонирует, а твой уставший с дороги мозг сам подбирает под этот шум знакомый мотив из детства. Обычная психология и физика. Ничего лишнего. Ну да. Ты у нас умный, городской. Книжки умные читал. Во все научное тыкаешь. А это ты тогда как объяснишь? Ну-ка, глянь. Звук глухого удара тяжелой, покрытой грязью тетради о деревянный стол. Что это? Журнал дежурств, что ли? Откуда ты его выкопал? Он самый. Журнал. Я его под столом нашел. В нижнем ящике, который заклинило. Пришлось монтировкой поддеть. Предыдущий сменщик вел, который тут до нас сидел. Почитай-ка последнюю запись. От даты и почерка у меня лично мурашки по коже размером с кулак. Дай сюда. Так, посмотрим. Почерк размашистый, кривой. Под конец строки буквы вообще вниз уползают. 12 октября. Все спокойно. Осмотрел кабели на вышке. Напряжение в норме. Скука смертная. 14 октября. Снова эти страшные шумы на частоте 144 МГц. Кто-то постоянно выходит в эфир, но разгадать слова не могу. Звуки похожи на задом наперед пущенную человеческую речь. Очень быстро и слитно. 15 октября. Так, тут совсем коряво написано карандашом. Что там? Не молчи, Дим, читай вслух. Мне от твоей тишины еще хуже становится. Читаю. Они приходят, когда туман спускается к самому подножью вышки. Они никогда не стучат в двери, им это не нужно. Они просто стоят снаружи под окнами и зовут меня по имени. Зовут голосом моей покойной матери, которая умерла 5 лет назад. Я головой знаю, понимаю, что это не она, что это ловушка, но я физически не могу не слушать этот голос. Если кто-то придет после меня и найдет этот журнал, умоляю, не включайте резервный передатчик на 3-м этаже под самой крышей. Ни в коем случае не трогайте рубильник, иначе... И все? Понимаешь? Дальше просто чистые, вырванные с мясом страницы. И дата стоит. 15 октября прошлого года. Дим, Семёныч в офисе нам что сказал? Он сказал, что прошлый сторож просто придурок. Уволился посреди смены, бросил все и уехал в город на попутке. Но вещи-то его, посмотри, все тут. Вон в углу его куртка теплая висит. Сапоги грязные стоят. На столе рубка недоеденная заплесневела. Кто добровольно уезжает из глухой тайги в октябре месяце? В одних носках и без куртки. Ну, мало ли что случилось. Может, у мужика просто крыша поехала от одиночества и изоляции. Белая горячка, скрытая шизофрения, депрессия развилась на фоне темноты. В такой глуши за 2 недели 1 на 1 с глухим лесом и не такими галлюцинациями обрастешь. Кто угодно свихнется. Вот, мозг и выдал. Тссс, заткнись. Слышишь? Звук сверху. Отчетливые, тяжелые, неестественно медленные шаги по бетонному перекрытию прямо над их головами. Слышно, как что-то массивное, мягкое и тяжелое с тихим шуршанием волочится вслед за этими шагами. Это на 3-м этаже. Там где-то этот чертов резервный передатчик стоит, Дим. Ты же сам сказал, что мы тут одни на 30 километров вокруг. Кто там ходит? Возьми монтировку в руку, тихо. Из комнаты не выходим. Дверь держим под прицелом. Может, зверь какой залез? Рысь или барсук через крышу?
Шаги наверху резко останавливаются ровно над их головами. Наступает гробовая, звенящая тишина, прерываемая только далеким монотонным гулом дизеля во дворе. Вдруг из старого, покрытого толстым слоем пыли железного динамика громкой связи, который висит на стене диспетчерской, раздается громкий треск, щелчок и бешеное шипение радиостатики. Дима? Ваня? Ну почему же вы не заходите наверх? Мы вас так долго ждали. Чай на столе уже совсем остыл. Идите к нам. Звук резкого, панического вздоха Ивана. Металлический термос с грохотом падает из его рук на пол. Горячий чай с громким шипением разливается по бетонным плитам. Господи Иисусе! Что это вообще такое? Откуда она знает наши имена, Дим? Мы нигде их не называли здесь. Дим? К черту все. Уходим к машине. К черту эти 30 тысяч. К черту Семёныча. Уезжаем отсюда прямо сейчас, пока колеса целы. Стой. Не дергайся, кому говорю. Не смей бежать. Посмотри внимательно на этот динамик на стене. Посмотри на него. К нему даже провода не подведены. Они отрезаны под самый корень. Там медь позеленела, видишь? Он физически не может издавать звуки. Тогда кто? Кто сейчас сказал? Из какой дыры идет этот голос? Настольный приемник. Посмотри на стол. Мой портативный радиоприемник Лира, который я из машины притащил. Он включился сам по себе. Горит зеленый светодиод, хотя... Господи, я же сам лично батарейки из него еще в пути вынул и в карман положил. Он пустой внутри. Звук переключающихся радиоволн, сквозь которые прорывается голос самого Ивана, записанный как будто на диктофон. Дим, выключи ты эту свою шайтан-коробку, а? Надиктовывает он, сидит. И без твоих мемуаров тошно, честное слово. Ты вообще уверен, что мы правильно повернули на развилке? Это же я. Это мой собственный голос. Это то, что я говорил в машине полчаса назад, когда мы по просеке ехали. Дим, как оно могло это записать? У нас не было включено ничего. Кто нас писал? Оно не просто так как-то записало нас из леса. Оно транслирует эту запись прямо сейчас в эфир, изнутри этого самого здания. Звук шагов над головой возобновляется с утроенной силой. Но теперь они становятся быстрыми, рваными. Кто-то или что-то наверху начинает буквально бежать по коридору 3-го этажа, тяжело топая и направляясь прямиком к лестничному пролету, ведущему вниз к их двери. Бежим! Бежим к машине быстро, хватая рюкзак, бежим! Звук быстрого панического бега по гулкому коридору, сильные хлопки массивных дверей, герои тяжело со свистом дышат, нарастает сильный шум уличного ветра и бьющего в лицо ледяного дождя. Они с силой распахивают входную дверь и выбегают на улицу. В машине! Дим, скорее! Открывай ее, твою мать! Где ключи? Где они? Ищи быстрее! Да у меня они, в кармане куртки у меня. Руки трясутся, не попадаю в замок. На, держи. Садись за руль, у тебя лучше получается. Заводи ее. Звук резко открывающихся дверей Нивы. Иван запрыгивает внутрь, панически вставляет ключ в замок зажигания и пытается завести мотор. Стартер натужно, тяжело крутит. Машина кажется абсолютно мертвой. Да давай же ты, сука, тварь железная! Ну, заводись! Пожалуйста, ну давай же! Не подведи меня сейчас! Вань, аккуратнее. Ты так аккумулятор за 2 минуты в ноль посадишь. Что с ней вообще такое? Она же полчаса назад работала как часы. Мы доехали без единого сбоя. Да я откуда знаю, что с ней? Она мертвая! Посмотри на приборы, Дим! Я глянул на приборную панель через стекло. Стрелки тахометра, спидометра и уровня топлива сошли с ума. Они бешено, с дикой скоростью крутились по кругу, как стрелки сломанных часов в фантастическом фильме. Магнитное поле. Здесь развернуто мощнейшее,
Ненормальное электромагнитное излучение. Оно выжигает всю электронику на корню. Дим, посмотри вперед! В лобовое стекло глянь! Туман! Он идет сюда!» Из глубины черного леса, как живое существо, стремительно выползал туман. Но он не был похож на обычный водяной пар. Он был густым, тяжелым, каким-то маслянистым на вид. И самое жуткое, двигался строго против порывов сильного ветра, медленно и плотно переваливаясь через кусты и бревна. Он обволакивал колеса нашей машины, заползал под днище, и в его серой глубине я готов был поклясться, что вижу слабые, едва заметные фосфорисцирующие зеленые нити. Они тянулись от самой земли, оплетали кузов и поднимались вверх, прямо к вершине 100-метровой радиовышки. «Дим, радиоприемник в машине! Магнитола! Она включается сама! Я к ней даже не прикасался!» Радио в машине с оглушительным треском взрывается каскадом белого шума и шипения статики, сквозь которое отчетливо и громко прорывается спокойный голос Димы. Правильно мы повернули, Вань, не ной. Тот мужик из конторы, Семёныч, нам на клочке бумаги карту рисовал, помнишь? Он ясно сказал, езжайте прямо по старой бетонке. «Хватит! Заткнись! Заткнись, мразь!» Звук сильного удара кулаком по пластиковой панели магнитолы. Слышен треск ломающегося пластика, но радио продолжает говорить без помех, проигрывая ту же фразу. «Вань, вылезай из машины. Смысла нет. Мы ее здесь не заведем. Тут все закоротило. Надо идти пешком к воротам. Бетонка прямая. Она в любом случае выведет нас обратно к трассе. 40 километров пешком по шпалам и грязи, хрен с ним, тяжело. До смерти устанем. Но к утру как раз дотянем до цивилизации. Главное, прямо сейчас убраться подальше от этой вышки. Вылезай!» «Пешком? Через этот маслянистый туман? Ты совсем рехнулся, Дим? Там в этом тумане кто-то ходит. Я видел тени между деревьев». А здесь, по-твоему, сидеть лучше? В железной консервной банке без связи и тепла. Пока это нечто не подошло к нам вплотную и не вскрыло машину, как банку с тушенкой. Бери свой тактический фонарь и монтировку не выпускай. Хватай рюкзак, там вода и сухпай. Шли и не отставай ни на шаг. Звук быстрых тяжелых шагов по мокрому гравию и бетонным плитам. Вокруг стоит зловещая неестественная тишина, которая раз в 10 секунд нарушается далеким, ритмичным, низкочастотным гулом со стороны вышки. Мы шли быстрым шагом уже минут 20, почти бежали. По моим самым строгим расчетам, до главных ворот от административного корпуса было не больше 200, максимум 250 метров. Но ворота все не появлялись. Туман вокруг сгустился настолько, что лучи наших мощных фонарей просто растворялись в нем, упирались в плотную, осязаемую серую стену уже в 2 шагах от лица. Мы словно шли внутри гигантского облака ваты. «Дим, стой! Мы же должны были уже 3 раза дойти до выхода. Мы идем строго прямо по дороге, никуда не сворачивая. Почему ворот нет? Где они? Где выезд с объекта?» «Я не знаю, Вань. Может, мы незаметно для себя круг дали. В таком плотном тумане легко потерять ориентацию в пространстве, когда не видишь ориентиров. Нам нужно держаться самого края бетонки, там, где плиты стыкуются с травой и лесом. Так мы точно не свернем». «Слушай, ты слышишь этот звук? Сзади нас. Кто-то идет за нами». Звук шагов сзади них, шаги по бетону в точности повторяют их собственный темп и ритм. Стоит парням резко остановиться, шаги сзади затихают, но с едва заметной задержкой, примерно в полсекунды, словно эхо. Дима оборачивается назад в темноту, кричит срывающимся голосом. «Эй! Кто здесь? Выходи, сука! У меня пушка в руках, стрелять буду без предупреждения!» Соврал, конечно, но страх требовал казаться сильным. Голос из тумана раздается впереди них. Это голос Ивана, но он звучит пугающе чисто,
без малейших интонаций и отдышки. Кто здесь? Выходи, сука! У меня пушка в руках. Стрелять буду без предупреждения. Это же мой голос! Дим, оно прямо перед нами! Нет, стой! Оно сбоку! Оно везде! Бежим! Бегом, Вань! Звук панического быстрого бега. Герои тяжело и часто дышат, спотыкаются о неровности плит. Вдруг Дима со всего размаху налетает на что-то твердое, угловатое и металлическое. Звук сильного удара тела о железо. Дима падает в грязь. Ай, сука, нога! Моя нога! Как больно! Дим, ты живой? Ты обо что так приложился? О, Господи! Посвети фонарем вверх! Смотри! Я со стоном поднял фонарь, превозмогая резкую боль в колене. Прямо перед нами стояли те самые ржавые железные ворота с колючей проволокой. Но самое дикое было в другом. Мы пробежали к ним не со стороны территории станции, как должны были. Мы прибежали к ним снаружи, со стороны глухого леса. Старый советский знак «Запретная зона, проход закрыт» теперь смотрел прямо на нас, в упор. Мы каким-то абсолютно невозможным, противоестественным образом умудрились выйти за периметр. Или сам периметр вывернулся наизнанку вокруг нас. Да и хрен с ним! Как это вышло? Отлично же! Мы снаружи объекта. Все, мы за воротами. Пошли дальше по этой дороге вперед. Она через 40 километров выведет нас к трассе. Бежим отсюда. Вань, стой. Посмотри вниз. Под ноги себе посмотри. Кто там? Следы какие-то? На бетоне. Прямо у ворот лежали не просто следы. Там лежали 3 свежих, еще дымящихся окурка от сигарет марки Marlboro. Именно те сигареты, которые Иван курил полчаса назад в салоне машины. И следы наших собственных сапог вели обратно внутрь объекта, сквозь открытые створки. А дорога впереди нас, которая по всем законам геометрии должна была вести прочь, сквозь туман, упиралась прямо в фасад главного административного корпуса. Из серой пелены снова проступали знакомые контуры кирпичного двухэтажного дома и уходящая в небо 100-метровая вышка. Пространство замкнулось в чистую петлю. Это чертов круг! Мы никогда не уйдем отсюда, Дим! Оно нас просто не выпустит! Мы умрем здесь, в этой петле! Вставай! Вставай, я тебе говорю, без паники, сопли утри! В журнале того безумного сторожа было четко написано про резервный передатчик на 3-м этаже. Помнишь? Он заклинал: не включайте резервный передатчик. Но мы ведь его не трогали. Мы включили только старый дизель-генератор во дворе, чтобы дать свет. Значит, этот генератор при запуске автоматически запитал и включил что-то еще, какую-то скрытую систему на вышке. Нам нужно вернуться в корпус и во что бы то ни стало вырубить дизель, полностью обесточить этот чертов объект, лишить эту тварь энергии. Звук быстрого захлопывания тяжелой входной железной двери здания. Громкий звук задвигаемого изнутри массивного засова. Мы буквально влетели обратно в диспетчерскую и забаррикадировались там, подперев дверь старым шкафом. Дизель-генератор во дворе продолжал монотонно, глухо тарахтеть, но теперь этот тяжелый звук казался нам не признаком цивилизации, а ровным, зловещим пульсом какого-то подземного чудовища. Лампочки под потолком начали мигать, вспыхивая уже не желтым, а ярким, неестественным, фосфоресцирующим фиолетовым светом, от которого на стенах ложились длинные, изломанные тени. Иван сидит на полу в самом дальнем углу диспетчерской, обхватив колени дрожащими руками и вжавшись в стену. Оно уже совсем близко, Дим. Я чувствую его присутствие прямо кожей. По воздуху как будто статическое электричество идет. Посмотри, у меня все волосы на руках дыбом встали. Воздух аж трещит. Я лихорадочно пытался найти хоть какую-то логику в этом безумии, что происходило вокруг. Это место, это радиовышка. Она, судя по всему, построена не просто так. Она ловит необычные радиоволны. Она улавливает все, что происходит в ее радиусе. Звуки, наши разговоры,
голоса из воспоминаний и даже наши подсознательные страхи, а затем материализует их в этом тумане, как физические объекты. Мы сами подкармливаем эту чертову вышку своей паникой и мыслями. Если мы ее кормим своими мыслями, то почему? Почему она хочет нас убить? Зачем этот капкан? А с чего ты взял, что она хочет нас именно убить? Вспомни журнал прошлых дежурств. Прошлый сторож, он ведь нигде не написал, что эта тварь ворвалась и разорвала его на куски. Он написал другое. Они зовут меня голосом матери, я больше не могу не слушать. Эта аномалия не убивает в привычном понимании. Она поглощает человека. Она досконально изучает оригинал, затем полностью переписывает его, заменяя своей идеальной мертвой копией. Имитирует жизнь. Даже не знаю, что думать. Это слишком дико, Дим. Да уж. Ладно, делать нечего. Сиди здесь, карауль дверь и не шевелись. Я сейчас быстро выйду во внутренний двор к щитку. Попробую монтировкой или топором нахрен перерубить главный силовой кабель, который идет от генератора в здании. Монтировка у тебя? Да, вот она, держи. Только умоляю тебя, Дим, быстрей. Не оставляй меня здесь одного в этой темноте. Я с ума сойду. Я выйду через старый черный ход с кухни. Так безопаснее. Туман туда вроде меньше затекал. Если услышишь у двери какой-то подозрительный шорох или стук, не вздумай открывать. Даже мне не открывай дверь, пока я четко и громко не назову кодовое слово. Давай, пусть кодовым словом будет Карелия. Запомнил? Только на это слово открываешь. Понял. Карелия. Хорошо. Удачи тебе, Дим. Возвращайся. Звук тихого открывания маленькой деревянной двери черного хода. Резкий свист ветра. Монотонный тяжелый гул дизель-генератора здесь на улице становится значительно громче и давит на барабанные перепонки. Я осторожно вышел во внутренний двор станции. Маслянистый туман здесь был настолько плотным и осязаемым, что работающий генератор всего в 10 метрах от меня казался просто огромным, темным, размытым пятном. Я продвигался вперед медленно, буквально на ощупь, держась левой рукой за мокрую кирпичную стену здания. Воздух стал приторно-сладковатым на вкус, а на языке появился стойкий противный привкус меди, как будто я лизал батарейку. Каждая электрическая вспышка внутри генератора отзывалась тупой, пульсирующей болью в моих висках. Звук медленных, осторожных шагов Димы по мелкому гравию, а вдруг в 5 шагах от него звук резко прекращается. Из густого тумана доносится тихий, вкрадчивый шепот. Дим? Димка, сынок, помоги мне, пожалуйста. Мне так холодно здесь. Дима мгновенно замирает на месте, сердце уходит в пятки, он высоко поднимает железную монтировку обеими руками. Кто здесь? Иван, это ты что ли вылез? Какое кодовое слово? Назови слово, иначе изувечу. Дима, сынок, ну зачем? Зачем вы туда поехали? Объект же давно списан и проклят. Там нет никакого кабеля. Там вообще ничего нет. Бегите! У меня от ужаса перехватило дыхание, а по спине продрал ледяной пот. Голос Семёныча звучал странно, глухо, неестественно. Точно он говорил со мной, находясь глубоко под водой. И тут до меня дошел весь кошмар ситуации. Вышка прямо сейчас использовала мои собственные, свежие воспоминания. Я буквально секунду назад думал о Семёныче и о его офисе. И она тут же, без задержки, выдала из тумана его точную голосовую копию. Звук резкого сильного удара металла о металл. Сноп электрических искр. Дизель-генератор начинает захлебываться. Поршни бьют с перебоями. Стук замедляется, полностью окончательно затихает. Лампы в окнах гаснут.
Есть! Слава богу! Я со всей силы перерубил силовой кабель монтировкой. Свет в главном корпусе мгновенно погас. Наступила абсолютная звенящая мертвая тишина. Было слышно только, как редкие капли дождя мерно стучат по металлической крыше заглохшего генератора. Я глубоко облегченно выдохнул. Ну все, тварь. Теперь ты полностью обесточена. Посмотрим, как ты теперь запоешь без тока. Голос из тумана раздается прямо за спиной Димы, в полусантиметре от его затылка, точным голосом Ивана. Есть! Слава богу! Я со всей силы перерубил силовой кабель монтировкой. Свет в главном корпусе мгновенно погас. В диком ужасе Дима оборачивается назад, наотмашь светит фонарем перед собой. «Вань, ты как тут оказался, твою мать? Я же велел тебе сидеть в диспетчерской и никуда не выходить». В ярком свете моего фонаря посреди серого тумана стоял Иван. На нем была абсолютно та же синяя куртка, те же грязные джинсы, но его лицо, о господи, его лицо! У него не было глаз, не было носа, не было губ. На месте лица была абсолютно гладкая, ровная, мертвенно-бледная кожа, натянутая на человеческий череп, как манекен. Но когда это существо снова заговорило, кожа по центру его лица с влажным треском порвалась вдоль, образуя уродливую, сочащуюся густой чернотой щель. Есть. Перерубил. Кабель. Свет. В коридоре. Погас. Иди к нам. Димка. «Пошла вон, тварь! Пошла вон от меня!» Звук глухого тяжелого удара железной монтировкой о что-то мягкое и плотное, напоминающее по звуку кусок толстой резины. Существо издает жуткий пронзительный ультразвуковой писк, от которого закладывает уши и по глазам бьет капиллярная кровь. Дима разворачивается и на бешеной скорости бросается бежать обратно к зданию. Звук сильного удара человеческого тела о деревянную дверь черного хода. Дима тяжело с хрипом дышит, заскакивает внутрь коридора, судорожно закрывает дверь на засов. Орет во всю глотку изо всей силы, избивая кулаками и ногами запертую дверь диспетчерской. «Вань! Ванька! Открой! Открой, твою мать! Она на улице! Она прямо за мной шла! Она скопировала тебя, у нее твой голос! Открой скорее, это я! Дима! Живой я!» Из-за плотно закрытой двери его голос сильно дрожит от смертельного страха. Кодовое слово! Назови мне кодовое слово! Я не открою! «Карелия! Карелия, твою в душу мать! Открывай быстрее, она идет сюда!» Звук быстрого, отодвигаемого железного засова. Дверь распахивается. Дима тяжело вваливается внутрь диспетчерской на карачках и падает на пол. Иван быстро с грохотом закрывает дверь обратно на замок. Ты видел ее? Оно было там во дворе? Что там произошло? Почему свет погас? Дима тяжело со свистом дыша сидит на полу и держится за уши. Оно приняло твой облик, Вань. Твоя куртка, твои шмотки. Но лица у этой падали нет. Просто гладкий кусок мяса, который рвется, когда оно говорит. Оно слово в слово повторяло мои фразы, как попугай. Генератор я к чертям отрубил. Кабель в щепки. Но этой твари, кажется, абсолютно плевать на электричество. Вышка за этот час уже успела накопить достаточно энергии от нашего страха. Ей больше не нужны провода. Да, ты абсолютно прав. Прав, Дима. Ей больше совершенно Не нужен этот старый генератор. Она уже взяла все, что ей было нужно для трансляции. Вань, ты чего это? Ты почему так говоришь? Я просто сидел тут в темноте и подумал, а зачем? Зачем мы вообще так отчаянно сопротивляемся? Зачем куда-то бежать по грязи? Тут ведь на самом деле очень хорошо. тихо, никаких звонков,
Никаких долгов, никаких кредитов и проблем. Контора, Семёныч, город. Все это такое далекое, такое мелкое. совершенно неважно. Надо просто перестать бояться. Сердце у меня упало куда-то в бездну. Я медленно, стараясь не делать резких движений, поднял свой фонарь и направил его узкий яркий луч прямо в лицо Ивана. Он сидел на стуле посреди комнаты, аккуратно сложив руки на коленях. Слишком правильно сидел, слишком неподвижно, словно каменное изваяние. И тут, при свете фонаря, я с ужасом заметил, что его синяя куртка, она была застегнута неправильно, не на те пуговицы, со смещением вверх, а его левый резиновый сапог был уродливо надет на правую ногу, из-за чего ступня была неестественно вывернута вовнутрь. Дима медленно, по сантиметру, пятится спиной к стене. Его правая рука мертвой хваткой сжимает холодную монтировку. «Вань, а где твой термос? Ну, металлический, который ты на пол уронил, когда радио на столе само включилось. Где он?» Иван улыбается невероятно широкой, неестественной застывшей ухмылкой, при которой мышцы его лица двигаются со странным сухим хрустом. «Термос? Он здесь. Все здесь. И я здесь. И ты, Дима, очень скоро тоже будешь. Здесь. Нам будет хорошо вместе». Мой безумный взгляд случайно упал на дальний темный угол диспетчерской, за повалившийся старый шкаф. Там, в узкой щели, лежало человеческое тело. Это был настоящий Иван. Его глаза широко открыты, остекленели и смотрели в потолок с выражением первородного ужаса, а из ушей, ноздрей и рта на пол вытекли подсохшие струйки густой, абсолютно черной субстанции, похожей на мазут или техническую смазку. Он был мертв уже как минимум полчаса. Все то время, пока мы в панике бегали к воротам и обратно, со мной рядом шел не он. Это было оно. Голос имитации Ивана на глазах начинает страшно двоиться и троиться. Звуковые дорожки накладываются сами на себя с металлическим эхом. Даже не знаю, что и думать, Дима. Да Она так и сказала. «Дим, выключи ты эту свою шайтан-коробку. Надиктовывает он, сидит. Иди к нам». Я не стал кричать. Сил на крик больше физически не было. Внутри все просто выгорело дотла. Я повернулся, рванул шкаф в сторону и побежал. Не к выходу на улицу. Единственный выход был заблокирован этой ухмыляющейся тварью на стуле. Я со всех ног бросился вверх по темной крутой лестнице, на самый верх, на 3-й этаж, туда, к резервному передатчику. Звук бешеного панического бега вверх по железным ступеням лестницы. Сзади, снизу, отчетливо слышны странные, быстрые, шлепающие и влажные звуки, будто тяжелый мешок с сырым копошащимся мясом с огромной скоростью поднимается вслед за ним по ступеням, обгоняя ветер. 3-й этаж под самой крышей встретил меня удушливым густым запахом озона, паленой проводки и старой советской радиоаппаратуры. Огромные серые железные шкафы с лампами, тумблерами и датчиками. Господи, они светились сами по себе. Изнутри ровным фиолетовым светом, вообще без какого-либо внешнего питания. В самом центре пыльной комнаты стоял главный пульт управления, и на нем огромным кровавым глазом ровно горела большая красная лампа, передача в эфир. Вышка работала на полную мощность. Звук приближающихся тяжелых шлепающих шагов из коридора, дверь в комнату передатчика медленно, со зловещим затяжным скрипом открывается. «Димка, ну куда же ты так быстро бежишь? Мы же давние друзья друзья, со школы. вместе. Давай допьем наш чай, посидим, поговорим». Я в полном безумии подскочил к пульту управления.
На высокой металлической стойке перед экранами висел старый массивный советский микрофон в хромированном корпусе. Я не знал, как выключить эту проклятую станцию. Я дергал тумблеры, бил по кнопкам, но они словно намертво привязались к панели невидимой силой. И тогда я понял, что могу сделать напоследок только одно – рассказать правду. Если эта чертова вышка транслирует свой сигнал на весь мир, пусть этот сигнал станет для кого-то последним предупреждением. Если кто-то на этой частоте сейчас слышит меня, умоляю, ради всего святого никогда, слышите? Никогда не приезжайте на объект 404. Не верьте Семёнычу и этой конторе. Если вам в городе предложат легкие, быстрые деньги за охрану законсервированной вышки в Карелии, бегите от этих людей. Бегите без оглядки. Оно не убивает, оно копирует нас. Оно уже здесь. Оно стоит прямо в комнате, за моей спиной. Оно забирает твой голос, твои самые сокровенные мысли. Но внутри, под кожей, оно абсолютно мертвое и пустое. Не слушайте его. Звук тяжелых шагов прямо за спиной Димы. Раздается чужое, свистящее, прерывистое дыхание, от которого веет могильным холодом. Теперь это голос самого Дмитрия. Стопроцентная, идеальная, неотличимая на слух голосовая копия. Если кто-то на этой частоте сейчас слышит меня, умоляю, ради всего святого никогда не приезжайте на объект 404. Дима медленно оборачивается назад, в ужасе смотрит на то, что стоит перед ним в упор. Звук резкого, страшного, глухого удара. Тяжелый микрофон с грохотом падает на пол. В эфире раздается дикий, оглушительный грохот радиостатики, обратной связи и ультразвукового писка. Слышен отчетливый звук падения человеческого тела на бетон. Наступает долгая тяжелая тишина, длящаяся около 3 секунд. Спустя время в эфире раздается легкий треск переключаемой радиоволны. Новый голос Димы, абсолютно спокойный, монотонный, идеально чистый, без какой-либо отдышки или страха. Время 6 часов утра. Дежурство на объекте 404 проходит в штатном плановом режиме. Оборудование исправно, периметр под надежной охраной. Здесь все абсолютно спокойно. Приезжайте к нам на смену. Здесь действительно платят очень хорошие деньги. Очень хорошие деньги. Мы вас ждем.